Здорово, отец. Хочешь узнать тайные секреты игры Top War? Их есть у меня. Можешь поставить скорость видоса на 1,5 или 2 икса. Ну чё, погнали на? Привет, конничева, приветание, hello, bonjour. Расскажу про внутризонное учение. Что это такое, вы можете почитать, нажав на вот эту кнопочку. Вот, собственно, и все видео, да? Нет, смотрите, есть некоторые нюансы. Внутризонное учение длятся, насколько я помню, около недели. Что нужно здесь сделать? Первое. Это выбрать армию. Я сразу скажу, герои бывают либо с 120 уровневые 5-звездные, либо ваши герои. Вот сейчас у меня я выбираю своих героев. Я ставлю максимальных героев, самых, которые у меня есть. Это Нимец и Саймон. Нимец у меня уже 4 звезды, Саймон у меня 5-звездный, и Саймон, я на секундочку хочу похвастаться, Саймон у меня просто жесткий чувак, который постоянно хочет баться. Просто он постоянно требует секса. Посмотрите, какие у него таланты. ОЗ ВМФ, ОЗ всех войск и атака всех войск. Если бы еще атака ВМФ была, а не танковая атака, он бы просто вообще был бы... Ну, вы поняли, да? Он просто нагибатором был бы, потому что с такими характеристиками, я не знаю, будут ли СССРы, например, Белвью на 4 звездах, даже, да, вот Нимец у меня сейчас БМ-36,3. Ну, в общем, не суть. Саймон, Нимец у меня сейчас самые сильные игроки. Итак, возвращаемся в внутризонное учение. Оно длится неделю. Объясняю, вы нажимаете кнопку «Оборона», выбираете самых лучших своих воинов. Желательно, чтобы это было ВМФ. Ребята, пожалуйста, прокачивайте ВМФ. Я уже устал своим ребятам из Альянса просто объяснять очень простую вещь. Нимец, Саймон — это просто, реально самые топовые начальные ребята, которых нужно качать, которые будут унижать просто всех. Особенно тех, кто не знает, кого прокачивать. Или особенно тех, кто думает, что СВ это просто пушка-гонка, что Рэмбо Тайвин всех порвет. Даже, ребята, Рэмбо Тайвин, если какие-то были чуваки, которые задонатили на них, то Нимец, Саймон, дайте им немножко раскачаться. У меня Нимец уже на 3 звездах и Саймон на 5 звездах. Ну, как бы в Саймона, если все вливать, все фиолетовые фрагменты, он там просто вообще унижать будет. Ну да ладно. Так, внутризонное учение. Выбираем войско, выбираем соответственно, ВМФ. Окей, оборону поставили. Что важно? Во время обороны у вас в арсенале должна стоять вкладка с ВМФ, быстрая стрельба, усиленное оружие, усиленная броня, острый урон, снижение вражеского урона. Вот эти компоненты самые важные при битве 1 на 1, если вы деретесь с другими командирами. Быстрая атака, я сразу просто объясняю, это то, на что влияет. Вот если на вас нападает человек, то он атакует первым. Если у вас одинаковая быстрая атака. Если вы нападаете, то вы должны, по идее, атаковать первым. Но если у вас быстрая стрельба, то есть скорость атаки выше, то неважно, чувак нападает или вы нападаете, всегда будете вы бить первыми. Вы можете, чтобы понять, как это работает, вы заходите вражеские войска в почту, вражеские войска в мире, и в сводках или в боевых отчетах есть кнопка «Повтор». Вот кто-то нападал, вот есть вот эта кнопка «Повтор». Когда вы на нее нажимаете, у вас сразу бой проходит, и вы смотрите, кто, как, что, чего бьет. Вот сейчас здесь вы видите, у меня скорость атаки выше, и я бью. То есть у меня сначала первый танк, потом второй, потом третий. Вы видите, да? Чувак еще мне даже не ответил. Ну и, соответственно, я его выношу просто в одну калитку. А знаете почему? А все просто. Потому что вот у меня стоит 9-я скорость атаки, а у него 7-я. Все, как бы, вы его сразу выносите. Поэтому возвращаемся в внутризонное учение. Оборону поставили. Далее, в
чем фишка? Да? Прошло все видео, мы подходим к самому главному. Внутризонное обучение длится неделю, но вам нужно к концу каждого дня примерно быть, ну, где-то в топ-20, топ-10, топ-15. И в самый последний момент, за минуту, да, в самый последний момент вот этого таймера, за минуту, за 2, за 5 до конца вы делаете все... я объясню, да, у вас, видите, сегодняшние бесплатные вызовы, у вас 5 штучек. Это дается 5 штучек на день. Они не накапливаются, то есть вам нужно использовать эти вызовы, чтобы быть примерно в топе. Примерно. Вам не нужно... Вот если вы залезете сейчас сюда, да, в топ-3, в топ-2, топ-2, кто у нас? Гони, 80 уровень. Или Субин, кто у нас? 78 уже уровень, да. То есть они вас просто там жестко накажут. Вот, поэтому вам не обязательно залазить сразу в первое. Вы примерно... Ну, вот сейчас, да, смотрите, кто у нас тут. Ой, ВМФ против СВ. Даже не будем смотреть, он просто тут ничего не может даже сделать. Мэтбэк, Кира, Гаго. Ну, Гаго я могу трахнуть. Хо-хо-хо-хо. Я думаю, это... Ой, он еще и Катюшу поставил. Ну, как можно ставить Катюшу на ВМФ? Я не знаю. Так, окей, The Man, это, ладно, отдельная история. В общем, пока 10-й. Итого у меня в вызовах 3 штучки в запасе. Сегодняшние бесплатные вызовы 3 штуки. Соответственно, 46 часов у меня еще осталось время. Поэтому я пока 10-й, можно даже не суваться в топ. Но когда будет подходить таймер к концу, вы выбираете тех, кого вы здесь потенциально, вот кто выше вас, кого вы можете реально, ну, на свидание пригласить, скажем так, да. Вот, то есть смотрим, да, 9 место доктор. Но так как он в нашем альянсе, то ребят из своего альянса никогда ни в учениях, нигде лучше не трогать. Ну, во-первых, они обидятся, да, во-вторых, ну это в целом, как бы, да, не по-пацански поступок как-то получается, да. А вот, допустим, The Man, это у нас... На секундочку я вам сейчас расскажу. У нас тут, конечно, Санта-Барбара, еще-то рейтинг. Заходим. United Kingdom. У нас на первом месте Альянс китайцев. The Man, да, 72 уровень. А так как у нас 73-й и скорость, так скажем, совпадает, то мы его легко можем вынести. Вот, ну... Так, Евген... Гони, Кира, это, оп, The Man, бесплатно. Вот сейчас мы проверим. Примерно у нас силы равны, но не совсем равны. Сейчас я вам, давайте мы посмотрим. Бой, оп. Так, мы выиграли. И мы можем посмотреть записи, кто с кем мы дрались. Для чего это? Чтобы посмотреть, какие же у него там части. На секундочку проверяем. Вот мы его выиграли. Нажимаем кнопку «Параметры». У него неважно. Заходим. И проверяем, что мы тут видим. Мы видим у него боеспособность. Так, неплохая. ОЗ у него 17,5, у меня 30-ка. Ну, и посмотрите по частям. Да, то есть какие классные у него части, особенно вот это. И какая у меня? У меня всего лишь скорость, но я его все равно немножко джогаю. Угадайте почему? Ну, угадайте, да? Напишите в комментариях, как вы думаете почему. Намек вам, у нас выше 65-го левела, ребята. Я и он выше 65-го. Вот, и там есть нюанс, о котором я позже расскажу. Об этом нюансе очень мало кто знает. И... Ну, в основном, я скажу так, важно вот размер похода, 33, у меня 29, 33, почему? Потому что боеспособность плюс 8, плюс 4, плюс 4, плюс 6, то есть, ребята, ставьте боеспособность, вот то, что он поставил немец, особый навык немец, вот этот вот, сейчас я покажу, вот это вот,
Да, это полная ерунда. Ребята, ставьте боеспособности. Вот этот навык — это херня. Ну и опять же, почему я его джогнул? Потому что бонус ОЗ, атака. А у него скорость похода, ОЗ, атака. Ну, короче, у него даже немец нормально по талантам не вкачан. Надо как бы вкачанный немец, говорю, Саймон. А вкачанный Саймон — это просто имба. Вот. Также, вот вы видите, да, кто меня победил, кого я выиграл. Если на вас чувак нападал, вот, допустим, вот как это, да, на меня напал и проиграл, я на него, опять же, потом через эту кнопку могу напасть и получить вот такие вот очки. Вот такие. Поэтому, опять же, повторяю, да, мы что? Ждем, мы находимся в топе, топ-10, топ-20, то есть недалеко нам нужно находиться. Я понимаю, это зависит от вашего уровня, но вам нужно примерно быть, где-то близко к вашему максимальному в рейтинге уровню. Вот. И потом вы ждете время, самый последний момент, в последний день у вас там в последний день, например, обнуление произошло, вы сделали 1 или максимум 2 вызова, да, у вас должно остаться 2 или 3 вызова в последний день, и тогда за 5 минут до конца самого события вы вызываете и бьете тех, кого вы точно победите, чтобы вы продвигались в топе вверх просто, да, то есть, чтобы вот, меня реально занять там место, там 4-е, допустим, 5-е, там и так далее, вот. Поэтому, ребята, как-то так, мотайте на ус, короче, пробуйте, если будут вопросы, пишите.